Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Жители и авторы этого канала Раиса Греченко, Александр Валик проживают в городе Измаил, а это юг Украины, юг Одесской области. И сегодня мы для вас подготовили агрогороскоп с 16 по 18 августа 2021 года. Это то время, когда растущая луна будет находиться в Стрельце. Время московское. Давайте рассмотрим само время нахождения Луны в этом знаке. Начинается оно с 16 августа с 6 часов утра 12 минут. И будет здесь находиться Луна до конца суток. 17 августа все 24 часа, а 18 августа только до утра, до 8 часов 58 минут. Но перед тем, как перейти в знак Козерог, Луна должна отдохнуть, и она будет отдыхать с 4 часов 45 минут до 8 часов 58 минут утра, до момента перехода в знак Земли. Поэтому утром уже 18 августа никаких дел мы не делаем, а ждем переход в знак Козерог, а там у нас очень много дел предстоит. Но об этом у нас будет следующий выпуск. А сегодня давайте рассмотрим, что мы можем сделать в знаке Стрелец. Стрелец – это знак стихии огня. Что можем посеять? Естественно, маленькая корневая система при Стрельце. И можно посеять зерновые сидираты, а также горох как сидират. А можно еще и получить иногда и горошек. Все зависит от погоды и региона, в котором находитесь. Там, где снег и морозы, конечно, уже никаких сидиратов не нужно сеять. Даже в теплице. Благодарю вас за ваше сообщение. С разных регионов получаю сообщения. Да, есть уже такие регионы, где снежок и где морозец. Там не до посевов. Зато очень важные можно дела сделать, о них мы чуть-чуть позже скажем, именно в ваши регионы. Практически в всех регионах нужно будет заниматься, вот нижняя часть нашего списка, мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Итак, зерновые сидираты и горох можно будет сеять 16 и 17 августа. Рассаду не высаживаем, любую, даже из контейнеров. Почему? Это, во-первых, еще жаркое время, а там, где холодно, уже нет смысла ее высаживать. Полнолуние ожидается 22 августа, уже очень скоро. Энергии очень сильные, поэтому не высаживаем рассаду. Получится, что может даже из контейнера потянуться ввысь ваша рассада, но корня не будет нормального, и растение не даст тот результат, на который вы рассчитываете. Поэтому рассаду не используем для посадки. Поливы. Поливы бесполезны в это время. Знак стихии огня. Ему не нужна вода. Ему нужны другие условия. Другим заняты растения в это время. Естественно, подкормки, следующий пункт, они опасны. Там, где жарко, очень опасны, потому что высокие температуры, плюс стихия огня, и это создает такое нехорошее состояние растениям, когда получаются ожоги на листьях, на цветах. Поэтому поливы и подкормки не проводим. Они, кстати, взаимосвязаны, поэтому если поливов нету, то и подкормочки не проводим. И это у нас и 16, и 17. А вот 18 ситуация полностью корни изменится, но мы будем об этом говорить в следующем видео. Комнатные цветы, и знаешь, что дожидаетесь, что с ними делать. В дни Стрельца не трогайте комнатные цветы, нужно их защищать только от вредителей и болезней, если в этом есть необходимость. В крайнем случае, если что-то где-то, какая-то веточка отломалась, обрежьте аккуратненько, и все, ранка быстро засохнет. Но таких больших солидных обрезок не проводите. Зеленые операции не проводятся в это время. Желательно их уже провести после полнолуния. Но если сильно, серьезно надо, то только там, где есть проблема, обрезайте. Сад. Естественно, защита от вредителей и болезней. Ох, их много развелось. Пожалуйста, защищайте свои растения.
Ну и защищайте тем, что у вас есть, и все зависит от погоды и от температуры. Зеленые операции. Вот этот момент, на который я хочу сделать акцент. В саду ни в коем случае, пожалуйста, к садовым растениям не подходите с ножом, с секатором, с ножницами. Не обрезайте. Сейчас очень большой поток энергии, соков, стрельце, скорость большая, полнолуние уже приближается, поэтому садовые растения ни в коем случае не обрезаем. Ну а если вот нужно срочно там томаты, огурцы обломать, пасынки, то это приветствуется. Это можно сделать для овощных растений, ну и для цветочных, если там срочно нужно что-то обрезать, какие-то цветоносы уже сухие или веточки какие-то нужно обрезать. Это можно делать, но снова же в стрельце не рекомендуются обрезки, потому что это болезненно для растений. Только в экстренных случаях мы проводим для цветов. Овощные растения, еще раз говорю, можно. Но вот это для всех уже подойдет: сбор урожая и заготовки на зиму. Благодарю за ваше сообщение, что у вас хороший урожай капусты созрел, что у вас есть что перерабатывать, делать заготовки. Поэтому собирайте урожай, все, что созрело, и перерабатывайте. На любые заготовки, на любой консервации можно консервировать, сушить, замораживать все, что у вас есть. Очень пригодится этой зимой и особенно весной и даже в начале следующего лета. Так что вот эти пункты подходят для всех. Я даже их выделила зеленым цветом. Нужно обязательно этим заниматься и очень серьезно в этом знаке. Не успеете в этом знаке, следующий Козерог, тоже можно продолжить работу. Ну а в Козероге там уже можно даже квасить капусту. Ну а закваски капусты у нас есть такой календарь, агрогороскоп, уже в календаре на август месяц и на сентябрь. Далее у нас очень важный пункт. Стрелец отвечает за качество семян, поэтому все, что хотите собрать в это время, собирайте семена, получите качественные семена именно в этот период. И завершаю наш обзор вот этой важной темой защиты от вредителей и болезней. Еще раз хочу напомнить, там, где очень жарко, сейчас снова возвращается жара в некоторых регионах, при высоких температурах есть опасность ожогов от химических фунгицидов и химических ядов. Будьте, пожалуйста, внимательны. А также не используйте в это время соду и древесную золу. Настои из этих вот так называемых защитников лучше перенесите на другое время, потому что в Стрельце это огненная энергия и будут ожоги листьев и цветов. Как всегда, лучше всего использовать биопрепараты, настои различных трав, цветочков, чеснока, перца. Все, что у вас есть, пожалуйста, используйте. Биопрепараты сейчас есть во многих странах. Единственное, что в это время, в августе месяце, нужно всегда 2 дозы, а иногда чуть-чуть больше ставить вот наших помощников, живых помощников биоинсектицидов. И биофунгициды тоже самое. Это живые помощники, которые вот в этих сложных условиях помогают и довольно-таки хорошо. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп с 16 по 18 августа 2021 года в знаке Стрелец, растущая луна. Всего вам самого доброго, до новых встреч, и пусть у вас будет благодатная, хорошая погода. Пожалуйста, заготовки, заготовки, заготовки. Это вопрос вот этого времени Стрельца очень важен. Всего вам самого доброго. Пока-пока.